Привет, друзья! Сегодня мы будем красить космодесантника из Ордена Черных Храмовников. Первым делом на загрунтованную в черный модель наносится карта высветлений. Для этого самым ярким цветом будущих высветлений, здесь это серо-голубой звездовский мастер акрил, наносятся точки и линии на обращенных вверх поверхностях. Тут надо сказать пару слов о высветлениях в принципе. Если говорить упрощенно, то, во-первых, они отображают более освещенные участки, а во-вторых, цвет источника освещения. При высветлении черного в нейтрально-серый второй момент игнорируется, и от этого модели выглядят не так интересно, как могли бы. Исходя из того, что небо обычно серо-голубое, взят соответствующий цвет высветлений. Разумеется, это не жесткое правило, и все зависит от художественного замысла. Если надо, высветлять можно в любой. Закончив с картой, берем разведенный темно-серый, в моем случае это пасификовский серый антрацит, и делаем первый слой высветлений. Для этого просто закрашиваем ранее нанесенные мазки и черный рядом с ними. Важно, чтобы краска была достаточно разведена и ложилась полупрозрачным слоем. Серо-голубым восстанавливаем высветление и смесью серо-голубого и темно-серого сглаживаем переходы. Чтобы еще больше сгладить переходы, глазируем высветление разведенным черным. На этом этапе модель может казаться слишком серой, но это происходит потому, что глазу просто не с чем сравнить тон. После добавления более светлых цветов на оружие и наплечнике доспех будет казаться темнее.
Серо-голубым подводим обращенные вверх грани и углы. Смешав пасификовский бежевый и ваеховский Pale Sand, тонкими слоями в несколько проходов закрашиваем наплечники. Высветляем чистым Pale Sand. Главное работать полупрозрачной краской, делать мазки по направлению вверх и дать высохнуть слою, прежде чем наносить следующий. Темно-красным, у меня это пасификовский бургундский красный, покрываем оружие. Такой же техникой, как и наплечники, высветляем транспортным красным. Смешав темный и светлый красный, можно сгладить переходы. Смешав черный и темно-красный, делаем затемнение. Рисуем на наплечнике мальтийский крест. Ставим точку в середине будущего креста, также точками отмечаем его углы. Затем соединяем точки через середину. Чтобы получить углы, соединяем конец линии с серединой противоположного отрезка. У меня был линер толщиной 0,3 мм, поэтому пришлось дорабатывать кистью. Лучше использовать 0,1. Смесью агрокса и основного цвета наплечника делаем загрязнение. Чистым агроксом отделяем наплечник от кромки. Глаза рисуем теми же красными. Темным закрашиваем весь целиком, светлым мажем в середине. Затем ставим две белые точки и ближнюю закрашиваем светлым красным.
желто-коричневым, здесь это пасификский бежево-коричневый, красим подсумки. Все той же смесью для наплечников рисуем царапки. Жирно проливаем подсумки агроксом в 2-3 слоя. Не забывайте давать слоям просыхать, после этого модель можно покрыть лаком. Эмблема на груди, цепи и зубья пиломеча красятся в темный металлик. Наносить металлик нужно не жирно по площадям, а прокрашивать отдельно каждое перышко или звено цепи. К слову, цепь – это простая цепочка из магазина швейной фурнитуры, посаженная на суперклей. Бронзовым красим кожух механизма пиломеча и застежки на подсумках. Верхнюю половину перьев на эмблеме высветляем хромом. Им же высветляем цепи и зубья. Агроксом затеняем бронзовые части и внутреннюю часть перьев. На темных цветовых схемах хорошо выглядят эффекты свечения, поэтому база будет лавовой. Для этого песок снизу красится в белый, лучше даже в несколько слоев, чтобы точно не осталось темных участков. Затем на него последовательно наносится желтый, оранжевый, красный и смесь красного с черным.
камень драйбрашится серым. Переворачиваем храмовника и, прикинув, какие части доспеха будут отражать свет от лавы внизу, снова рисуем карту высветлений, только на этот раз оранжевым. Здесь это Fairy Orange от Vallejo Game Color. Смесью красного и черного закрашиваем оранжевым, захватив немного черного. К слову, если у вас база не лавовая, то все равно можно сделать коричневатое отражение от земли. Модель будет смотреться интереснее, чем если оставить чистый черный. Высветляем смесью красного и оранжевого. Финальные блики ставятся чистым оранжевым. Готовая модель выглядит так. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!